Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что откроется? Что прояснится в октябре 2024 года? И весь осенний период у нас может быть связан как с сюрпризами, так и неожиданностями, возвращением бывших людей или каких-то прошлых ситуаций. И если это возвращается, значит мы, еще, наверное, не расставили все по местам, или нам так казалось. Может быть, и как люди, которые по какой-то причине возвращаются в нашу жизнь, могут свидетельствовать о том, это как подсказка судьбы, назовите так, что, скорее всего, какие-то контакты с этим человеком должны быть продолжены. Для чего-то он вернулся в нашу жизнь. Да, конечно, мы можем делать выводы, безусловно, но, тем не менее, здесь чем отличается октябрь? То, что какая-то история вы могли несколько раз как будто передумать за последние полгода. Допустим, июль и начало августа. Были одни у вас решения, или вам казалось, что вот что-то будет развиваться в определенном ключе. Но конец августа, сентябрь заставил вас несколько видоизменить свои планы или свои действия последующие, что-то скорректировать. Вы за этот период с кем-то или с чем-то могли даже проститься. И вот как раз конец сентября и октябрь может нам повторно напомнить о какой-то истории. И у кого-то это будет проигрываться. Именно эта цикличность. И если мы говорим о цикличности, планетарно звезды обещают, что к середине октября будет больше понимания, зачем все это нужно. Но это середина октября, это условно. Но окончательно, что же мы будем делать, как мы будем действовать, это мы скорее узнаем уже ближе к середине ноября. Но, в принципе, с учетом Урана в Тельце, в ретро-движении Уран в Тельце будет находиться аж до конца января 2025 года. И поэтому, с учетом того, что планета-управитель Тельца Венера, так же, как и у вас, и это вопросы благополучия, вот у вас такое, ваше именно благополучие, все концепции в центре вашего внимания. Поэтому примите во внимание тот факт, что события могут иногда нас ставить в тупик, но это для того, чтобы мы что-то переиграли или рассмотрели альтернативные варианты. Рыцарь жезлов, карта скорости, быстроты, поездки, переездов. Это когда мы быстро принимаем решения. И, кстати, готовы к этим неожиданностям. По рыцарю жезлов любой драйв, но не болото. Вот буквально так. Мы с вами идем дальше. И первую карту, которую мы достанем, будет называться «Что вы вычеркнули из жизни, а оно вернется». С чем вы, возможно, или с кем простились, и вдруг повторение какой-то истории. В чем вы думали, что поставили точку, а оказалась запятая или многоточие? Какая правда откроется? И что вам важно знать по этому поводу? Что меняется? Какие перемены? И что меняет вас? Знаки судьбы, как подсказки высших сил Вселенной. И какие возможности для вас открываются. Достанем карту совет, как действовать, какое продолжение следует. Итак, что же вы могли уже вычеркнуть? Вот какую-то многозадачность или имеется в виду какую-то рутину. Десятка жезлов часто, когда мы скорее откликаемся на просьбы других людей или участвуем в каком-то деле, где-то даже не задумываясь, а лично мне туда надо. Или мы чувствуем, что мы кому-то обязаны. Или мы соглашаемся на какой-то прежний сценарий. Так было всегда, например, да? И уже даже ваш социум, ваше окружение, пусть даже ваши близкие могли воспринимать, что ну а почему нет? Если вы всегда кому-то, к примеру, помогали, или решали какие-то вопросы, или включались в какие-то рутинно мелкие дела, которые отнимали много времени и сил, но не были прогрессом. И вот здесь вы уже за это время, может быть, пересмотрели какую-то свою стратегию, тактику. И здесь некоторые ситуации или некоторые ваши темы, которые вот были прежде интересны, но вы
решили, что нет, прогресса не будет. И здесь, скорее всего, может вернуться. Все же карта нам говорит о том, что придется какой-то, может быть, хаотичный режим или какую-то многозадачность пережить. Но это совершенно необходимо, чтобы, возможно, отделить зерна от плевел, что может быть продолжено, или рассмотреть какие-то разные варианты. Давайте посмотрим, в чем вы могли поставить точку, а вышла запятая. Не говорят конкретную сферу жизни, но принцесса мечей – это у нас прообраз Медузы Горгоны, которая, как известно, пострадала из-за наивности и доверчивости. И не кто-нибудь, как сама Афина Паллада позавидовала красоте Медузы Горгоны. Это была прекрасная дева, в которую влюбились все боги. Зависть, которая жгла Афину, вынуждает ее продумывать какой-то коварный план. А еще и бог Мария океанов Посейдон погнался за Медузой, пытаясь ею овладеть. Наивная девушка надеялась на помощь Афины и решила спрятаться в ее храме. Также думала, что Посейдон, он бог, он благороден, он не посмеет овладеть ею в храме Афины Паллады. А все произошло наоборот. И более того, она же еще осталась виноватой. В результате Афина ее превращает в страшное чудовище. Так вот, для вас будет очень важно себе не помешать, мои дорогие весы. Чего это может касаться? Давайте раскроем. Личной жизни, вопросов дома конкретно, вопросов денег. Ну и, безусловно, как благополучие. Все будет важно, как и денежная составляющая, ваши планы на будущее. Для кого-то из вас место проживания, где именно мое место, может быть, безопасности. Меня смотрят люди из разных стран. Или где я буду жить в дальнейшем. По этой карте мы задаем вопросы, откуда ко мне приходят деньги. И откуда они ко мне придут завтра. Какая-то концепция, может быть, финансовая грамотность. Или новые способы заработка. Тоже может проходить. Безусловно, личная жизнь. Но и для вас будет очень важно то, что вы хотите воссоздать. Ваша планета-управитель, правда, Венера. И Венера – это все, что связано с счастьем. Это все, что не просто удобно, правильно, но еще и красиво. Вот вы что-то должны красиво создать. Иными словами, вот из этой десятки жезлов десятку пентаклей получить. Личная жизнь не на последнем месте, правда, вопросы поездки, вопросы переезда или для кого-то работа, которая связана с переездом. Возможно, релокация офиса или какие-то предложения, которые вы рассматриваете или вы их ищете, инициируете. По шестерке мечей карта заслуженного успеха, но это тот успех, который придет после. А теперь нам нужно выполнить первую задачу, решиться на что-то, отплыть вот от этой безжизненной земли, потому что там ничего не растет, там нет прогресса, там не создашь что-то красивое, правильное, хорошее, там ты не будешь счастлив. Вот для вас как жизнь на другом берегу, буквально может быть и так, я имею в виду вопросы вашего перемещения, может быть для кого-то и работа, связанная с командировками. И нам человек показан на карте, который такой сосредоточенный, он... Ну, его не радует вот эта отправка, потому что тысяча каких-то еще неопределенностей, поэтому это карта мужества. Идти вперед в одиночку. Поэтому какой-то проект у вас точно осуществится. Но для этого еще придется приложить усилия и словно исследовать непознанную землю без карты. У кого-то может быть как новые способы заработка и новый вид деятельности. Для кого-то я должен или должна работать, научиться работать из любой точки мира. И вы будете тоже эти варианты искать. Все же по заработкам какая-то концепция как будто новая. По двойке мечей, может быть, и есть какие-то отношения, когда раньше был конфликт, вы друг друга не поняли, и вы теперь словно перед выбором, у кого-то может вернуться человек конкретно, с которым вы имели далеко идущие планы. Ну, может быть, планы эти встали на стопор, или что-то не развивалось, создалась какая-то пауза. Может быть, была и ссора, или было непонятное молчание. И здесь вы тоже, стоит доверять или нет, вот такие вопросы могут быть. И, кстати, по работе это тоже основной вопрос доверия. И чтобы не было наивности, как по Медузе Горгоне. Ну, тут на что-то соглашаться надо, я вижу, туз пентаклей.
Для себя не упустить какую-то буквально выгоду или какой-то удобоваримый вариант. Вы сумеете красоту отстроить в любом месте. Здесь сама судьба, да, решиться на что-то нужно. По шестерке мечей это сделать непросто. Первые шаги, вот самое главное. Вот как этот человек толкал лодку, так вот и вам словно, сделать в будущее первые шаги. И постепенно, да, мы готовы к тому, что, как и вокруг могут люди меняться, но, в принципе, больше прозорливости и внимательности. Вот у нас в подзорную трубу наша принцесса мечей смотрит, и поэтому видеть как 3D-пространство, не повторить какие-то ошибки прошлого, но где-то обладать интуицией, просчитывая что-то наперед, на пару шагов вперед, и надеяться, если на самих себя, тогда это более сильная позиция. По тузу Пентаклей конкретный рост вашего профессионализма, рост ваших доходов, рост, может быть, вашего дела личного или бизнеса, или через вдохновение, может быть, вы что-то будете монетизировать, обустраивать, но по деньгам как раз какой-то прогресс. И мало того, что десятка пентаклей, вы уже будете видеть плоды труда своего в октябре, так и есть какой-то новый посыл, новые возможности, и их нужно использовать. Но себе не навредить. Во-первых, десятка жезлов нам всегда говорит: успевай отдыхать. Уставшие люди делают ошибки. А вы не имеете права на ошибку. И даже если что-то возвращается, действительно возвращается, потому что какое-то событие или какие-то отношения, или то, что вы изучали, или какая-то сфера ваших интересов, она действительно должна быть продолжена. Может быть, это выглядит как многоточие, но, значит, по пути этого многоточия вам нужно очень красиво как-то вписаться в этот узкий коридор, но не отказываться. Ни одна карта об отказе нам не сказала, а как раз о такой, знаете, настороженном внимании, я бы так это сформулировала. Давайте узнаем, какая же правда откроется. Десятка мечей, опять же. Вот есть то, что может быть продолжено, и то, что никак не может быть продолжено. Вам придется менять самих себя. Мы закрываем в прошлое дверь. Но, видимо, в октябре определиться, какой план жизнеспособен, а какой точно он ведет меня в пустоту и в никуда. Карта любящего человека, если мы говорим, что важно знать. Даже, к примеру, если у вас были прежние отношения, была любовь даже, или как-то это было связано с личной жизнью, могут и люди вернуться. И планетарно нам тоже об этом говорят. Но, возможно, была личная какая-то история, а теперь это можно перевести в какую-то дружбу. И, скорее всего, как будто у нас еще будет взаимодействие с этим человеком. А у кого-то именно проиграется разобраться, расставить все по местам в вопросах личной жизни. Какая правда откроется, что что-то точно закроется, что-то точно уйдет. Это момент где-то перехода. Да, могут и завершиться какие-то отношения. Но рядом у нас карта принцессы чаш и как бы возникнуть вновь. Значит, это или пересмотрятся старые, прежние отношения в какой-то новой концепции, либо любви, взаимопонимания, а может быть и дружбы, или у кого-то из вас и по работе какой-то проект. Вы примете во внимание, сделаете работу над ошибками, как будто, да, вот прообраз Медузы Горгоны, и теперь более настороженно, внимательно, без эмоций пойдете дальше, отказавшись окончательно, во-первых, от какой-то рутины, быть удобным для кого-то, ставить кого-то на первое место, а себя как минимум на второе. Здесь нет, здесь есть какие-то очень важные выводы, и вы узнаете вот эту правду, когда какое-то конкретное дело, оно не может быть продолжено. И как и вас это будет радовать, освобождать будет, мои дорогие, потому что, уже дальше идти налегке, намного интереснее, проще. И вообще в другом видении мы видим свои возможности. Карта отшельника, это все то, что я говорила. Тут самое главное не наступить на горло собственной песни. Отшельник – это мудрец. Он идет один. И значит, есть какое-то дело одно, которое вы должны продолжить именно сами. Назовите это миссией, потому что по отшельнику это всегда что-то более духовное. И я так понимаю, может быть, примирить личную жизнь и способы заработка, или то, что есть в реальности, от того, что вы хотите воссоздать или создать.
по отшельнику он как раз готов реализовать свой план. Поэтому он совершает свой жизненно важный путь. Есть определенная цикличность, когда не стоит торопиться. Ну и жизнь, как волна морская, принять во внимание, что бывают временами, ну, где-то и минусовые эмоции. Где-то вот это как колесо фортуны, которое сначала вроде ведет вверх или возносит нас вверх, а после этого неизбежный будет спад. И в этот спад нам надо удерживать собственные позиции. Не бывает все время как бы на этом колесе только подъема. Обязательно бывают и какие-то периоды, когда ничего не происходит. И это своеобразная перезагрузка. Вам никто не мешает осуществить какой-то свой проект. И есть тот путь, который вы действительно как миссию должны продолжить. Ну, где-то и на самосохранение, карта жадины, 4 пентаклей, но мы не можем буквально вот так сидеть, ничего не делая. Для кого-то из вас это будет свидетельствовать о том, что была какая-то прежняя история. И, может быть, это была такая болезненно больная история, но она оставила вот эту точку болевую глубоко в душе, и она не позволяет вам строить новые отношения. И тогда нужно выйти из отшельника. Когда выйти из какой-то, как, знаете, периода или зоны ограничений, когда мы пытаемся себя сохранить, но в этом мы начинаем где-то переусердствовать. Карта осени, по сути дела, карта увядания, нет прогресса. Поэтому все будет увядать, если не будет расцветать. И вот в этом, наверное, и будет означать главный выбор с учетом десятки мечей. Нам конкретно показан погост. Отпусти все то, что не имеет продолжения. И для вас это будет наиболее актуально, потому что дорогу осилит идущий. Вам отсюда только вперед. И новая счастливая история любви, может быть, новые отношения. Или если человек для вас действительно важен, провести глубокие разговоры на чистоту, тоже есть возможность. Какое-то важное решение вы примете. Туз жезлов – это точно, когда вы уже знаете, в каком направлении вы движетесь. Вы с чем-то разберетесь. И, может быть, благодаря какой-то правде или возврату некоторой прежней истории, и для вас будет более очевидно, стоит это дело продолжать. Или все же я иду вперед в одиночку. Хорошо, давайте мы с вами откроем следующую карту. И что меняется, какие перемены? По 5 жезлов карта может говорить о некотором противостоянии, что с нами не согласны, какие перемены. Вы будете сталкиваться еще какой-то период времени с людьми, которые пытаются вам что-то доказать. И важно не увязнуть в какой-то ненужной информации или не устроить себе еще раз вот эту 10 жезлов, период многозадачности, сконцентрироваться на чем-то своем, не тратить силы попусту, нам ведь об этом говорят. Как будто двое пытаются переломить, да, кто кого сильней. А по сути, эта карта говорит, это не имеет значения. Имеет значение вот вы сами, какой-то ваш план. Но не пустая трата времени и сил, мои дорогие. Что же меняет вас? Может быть, вы вывод такой делаете? Еще одна карта, что все, я не участвую в том, что не может быть продолжено. Мне сложно, вот вас как будто сложно подцепить на какие-то эмоции. Видимо, вы правильные выводы делаете. Некоторая перезагрузка. И причем по основным пунктам вашей жизни, основной какой-то концепции, парадигма жизни меняется. И мне сейчас не ухватишь какими-то отрицательными эмоциями. Бесполезно мне бросать какой-то вызов словно. Бесполезно мне делать какие-то комплименты. Вы абсолютно бесстрастны. Вы больше желаете завершить то, что не может быть продолжено. Или, повторюсь, расставить как раз все по местам, чтобы суметь отличить, что же это. Продолжение следует или нет. Вот, наверное, за период такого, где-то анализа обстановки вокруг и ваших собственных задач вы сами меняетесь. И по 13-му аркану это карта трансформации. Это действительно перемены, как и вокруг вас, но они заставляют и вас саму измениться.
Четверка жезлов. Это карта якоря, это карта уверенности, это праздник после победы, это когда у нас все под контролем, это когда мы рады. Вот, наверное, перейти из той карты, которая называется буквально карта скряги, четверка пентаклей, которая выпала прежде, перейти в четверку жезлов, в этот праздник после победы для вас задача номер один. И есть те вопросы, словно невозможен этот праздник, невозможен прогресс, пока мы то, что нам мешает, не оставим в прошлом. Не буду дотягивать, тут все предельно понятно. Хорошо. Совет высших сил или подсказка высших сил. Знаки судьбы. И вот знаки судьбы действительно развилка, мои дорогие. Тройка мечей. Обратите внимание, 3 птицы. У нас сидит и сова, и филин, и ворон. И мы пытались словно идти и направо, и налево. Мы пытались двигаться в нескольких направлениях. Из этого ничего хорошего не получилось. Вот ваш пройденный опыт, он заставляет вас сделать правильные выборы. И не случайно ворон. Это символ мудрости. Так вот, как будто поставить в чем-то точку. И из этой многозадачности выбрать один какой-то путь. Это то, что действительно не может быть продолжено. Какая-то прежняя минусовая ситуация для вас. Назовите это были как знаки судьбы, чтобы вы обратили внимание конкретно на то, куда вам не надо, в каком направлении. Возможности очень символично. Я сказала как раз один меч, на котором восседает ворон, символ мудрости. И вот у вас туз мечей. Это выход из лабиринта. Выход из липкой паутины мысли, когда вы себя ставите на первое место. Может быть, какая-то обстановка, когда вы всем помогали или без конца участвовали в каких-то чужих задачах. Да, вы были удобны, или вы так считали, что лучше худой мир, лучше доброй ссоры. Но, видимо, пришло время выйти на авансцену, себе самому, не перекрыть кислород буквально, мои дорогие. Посмотрите, какие карты. В октябре месяце будет важно. Вы вынуждены, может быть, даже заявить где-то, как не просто о себе, а о своем важном выборе. И идти дальше. Что-то не может быть продолжено и как минимум в 2 сферах. И я вижу дела, работа, бизнес и личная жизнь. Если оно и продолжается, повторюсь, то это другая концепция. Это все и ваш, как взгляд, совершенно другой, более холодный, ну и где-то наготове. Так и со стороны оппонента, будем говорить, или со стороны, может быть, это, если мы говорим пятерка жезлов, дела, работа, бизнес, может быть, со стороны организации. То есть предполагается какой-то взаимообмен совершенно в другом ключе. Нечего добавить. Да, тут серьезные выводы вы какие-то делаете. И вам пространство будет помогать, словно показывая, демонстрируя какую-то ситуацию. И одновременно задавая вопрос или вас подталкивая к этому вопросу. И доколе это будет продолжаться, сколько ни тяни, а выбор придется делать. Иначе пространство, Вселенная сделает этот выбор за нас. Дальше не достаю. Посмотрите, это какой-то однозначно пункт, или точку можно поставить, или, по крайней мере, если вы что-то из прошлого вернулось, в с каким-то нюансом, употребите этот нюанс и идти дальше. Может быть, в концепции работы или личных отношений есть определенная часть, которую вы захотите сохранять, но есть и та или то направление, которое вы захотите изменить. Вот в том как раз контексте или видении кого-то это не может быть продолжено. Вам нужно это перестроить или обустроить, адаптировать под самого себя или саму себя. И туз пентаклей это ведь говорит о возможностях. Это сама по себе возможность. Значит, есть какое-то окончательное решение. И словно вас Вселенная ждет, когда же вы, наконец, вот этот центральный путь свой найдете. И помощь высших сил буквально приходит. Не упустите, мои дорогие, какую-то возможность, совет. Ну, правда, все то, что я говорила. Изобилие, процветание, 9 чаш. Карта благополучия, материального успеха. Карта, когда мы свои планы, свои мечты в реальность воспроизводим.
когда мы уверены в сегодняшнем дне и в завтрашнем дне. Это вообще, когда мы довольны собой, и это карта успеха. Поэтому мне нечего добавить. В сторону вашего успеха вы должны двигаться. Слушайте подсказки вашей собственной души, вашей собственной интуиции. Будьте внимательны, не все будет однозначно. И вам выборочно какие-то пункты вы отметаете, а с чем-то вы соглашаетесь. Поэтому тут даже выбор, он не совсем простой. Есть то, что словно умерло, оно не может быть продолжено, это точно. Но есть и что в конкретном деле обязательно должно быть продолжено. Перекладывайте на себя, мои дорогие, весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.